Всем привет! Сегодня мы окунемся в подводный мир и выйдем сухими из воды. Я здесь у национального аквариума Бергена, готов исследовать подводный мир. От маленьких рыбок до больших акул. Там должно быть очень много чего интересного посмотреть. Я вообще в первый раз иду в аквариум, так что, наверное, будет интересно. Поэтому захватите свои акваланги и полетели. Вход в аквариум стоил 365 крон. На входе мне выдали карту и отправили в путешествие. Сначала я встретил пингвинов. Посмотрите на этих малышей. Они неуклюжие на суше, но зато под водой могут развивать скорость до 36 км в час. Это самый быстрый из видов пингвинов. Называется генту. Они могут нырять на глубину до 200 метров и оставаться под водой в течение 7 минут. Эти пингвины живут колониями гнездящихся пар. Они строят гнезда из камней и часто ссорятся из-за лучшего камешка, ведь чем больше камень, тем выше статус у самца. Всего в мире 18 различных видов пингвинов, и это третий по величине вид. Вы знали то, что у норвегов в армии служит пингвин? Далее я направился в вольер морских львов. Побродив немного по месту, где проводятся представления с морскими львами, я не нашел ни одного из них. Правда, я услышал, как кто-то набирал воздух. Где-то там они плавают, я слышал всплески, но не наблюдаю. Затем я обошел всю эту арену и нашел место, где можно смотреть подводное шоу. Это калифорнийские морские львы, плотоядные морские млекопитающие из отряда ластоногих. Они хорошо передвигаются по суше с помощью своих больших и сильных передних ласт. Они также прекрасно приспособлены к водной среде. Хорошее зрение, ноздри автоматически закрываются под водой. Изолирующая шкура и толстый слой жира, гибкий позвоночник и аэродинамичная форма тела делают их фантастическими пловцами. Какой лобстер. Самый большой лобстер на Норвегии. Его поймали в 1989 году, и он весил 7,5 килограммов. Нормальный. Я вчера его братца съел. И пока я рассматривал всю морскую живность, я нашел комнату, где показывают наглядно, как рыбы слышат окружающий мир. Через минуту начнется подводная жизнь 360, мы посмотрим. Знаете, скорость звука составляет 343 метра в секунду, но это на суше, а вот под водой она равняется 1500 метрам в секунду, но тоже может различаться в зависимости от глубины, погоды и сезона. И рыбы слышат звуки немного по-другому, нежели мы. И раз уж звук для рыб является одним из самых преимущественных органов чувств, мы, люди, можем поспособствовать очень плохим последствиям в окружающей среде для рыб. Для этого люди стараются не причинять сильный ущерб окружающей среде под водой. И, например, на нефтяных платформах делают вот такие вот стены из пузырьков, чтобы замедлить звук от нефтяных вышек. А вот так вот, например, звучат исследовательские аппараты под водой для рыб. А вот так подводные гейзеры. А вот так косяки рыб и касатки. Ну, я думаю, на этом все. Мы сегодня наплавались. После того, как я побыл немного в школе рыбы, я решил обойти аквариум с разными видами рыб. Их было довольно много, и пришлось потратить довольно много времени на обход, но для вас это займет всего лишь полминуты.
Ну, кино не особо меня интересует, но тут есть кинозал. После того, как я познакомился с парочкой отдыхавших кроков, я направился в тропическую зону. Ну что, тропический климат? Тут вообще довольно-таки жарковато. Это они жужжат или... Посмотри, лягушка. И пусть вас не запутает этот миловидный вид маленького существа. Это ядовитая лягушка, так называемая лягушка-дротик или призрачная ядовитая лягушка. Токсины у этой лягушки находятся в коже и являются результатом их питания в дикой природе. Но выглядит так, не особо приятно. Посмотрите, насколько их там много. Это американские пещерные тараканы. Ну и после ознакомления с тропической зоной я направился к рептилиям. Мне кажется, это самка. У самки какой-то взгляд более приятный. Один такой сердитый. Типа я рыбу разбудил как будто. Ну и после того, как я закончил знакомиться со всем аквариумом, я пошел на выход. Чуть не забыл, также здесь еще были выдры, но заснять их у меня не особо получилось, слишком уж далеко они были для камеры, зато я сделал парочку фотографий. Уже стемнело и пора было возвращаться домой. Но перед этим я решил еще зайти в сувенирный ларек и посмотреть какой-нибудь себе сувенирчик на память. И я взял себе 3D пазл с пингвинчиками. Ну вот, я дома. Купил в аквариуме пазл на 53 куска. Довольно-таки сложный. Пингвинчики. Буду собирать. Хочу себе, так сказать, на память оставить что-то. Не забудьте поставить лайк, если досмотрели до конца, подписаться, если еще не подписаны, и поделиться своим первым опытом посещения аквариума в комментариях. Ну все, пазл готов. Не знаю, сколько я на него потратил времени, примерно, наверное, 40-45 минут собирался. Не так уж и сложно. Сложно была только первая птица. Ну, теперь у меня есть пингвинчики. На сегодня все. Спасибо за просмотр. До новых встреч.